Давно у нас уже не было рецептов любимых вами корейских супов. И как вы уже поняли из названия, сегодня я вам покажу, как приготовить вкусный и не острый суп из говяжьих ребрышек кальбитан. Ну а с вами, как обычно, Денис Ким, и я рад вас всех приветствовать на канале Foodcore. Итак, кальбитан с корейского языка дословно переводится как суп из говяжьих ребрышек. Согласно исследованиям, данный суп в корейской кухне появился очень давно, еще во времена существования королевства Корё, и подавали его обычно на свадебный стол, ну либо на другие не менее важные торжества. Данный суп обладает неострым и легким вкусом, и считается, что это блюдо придает человеку бодрости и сил. В общем, рецепт простой, хоть и не быстрый, поэтому давайте приступим к готовке. На экране представлены все необходимые ингредиенты. Ставим видео на паузу, делаем скриншот и идем в магазин. Также этот список продуктов есть и в описании под роликом. Там вы найдете и ссылочки на мои социальные сети. Готовим сегодня на 3-4 порции. Итак, первым делом займемся говяжьими ребрами. Их надо хорошо промыть в холодной воде и по-хорошему дать им полежать в ней несколько часов, чтобы из них вышла вся лишняя кровь. Нарежьте их на кусочки, чтобы каждое ребрышко было отдельно от другого. Если на мясе есть пленка, удалите ее, чтобы потом ее не жевать. Следующим шагом подготовим овощи. Начнем с дайкона. Его необходимо очистить от кожуры, а далее просто разрезать на небольшие куски, ну либо разрезать на две части пополам. Репчатый лук тоже нарезаем пополам. От кожуры лук не очищаем. Как и дайкон, варить его мы будем вместе с ребрышками. Далее берем целую головку чеснока и разрезаем его на две части. Друзья, в таких супах, как кальбитан или савантан, очень ценится чистый бульон. Поэтому ребрышки надо замочить в воде на ночь, чтобы из них вышла вся кровь, и потом в процессе приготовления она бы не свернулась и не испортила бы цвет и вкус бульона. Ну либо наоборот, их надо подержать в кипящей воде небольшое количество времени, и именно так делают в Корее. Сейчас я вам покажу этот лайфхак. Итак, берем глубокую кастрюлю, выкладываем в нее ребрышки, заливаем холодной водой, так чтобы она покрывала ребра сверху. Теперь включаем плиту. И как только вода закипит, поварите их так примерно 5 минут. До тех пор, пока из ребер не выйдет все лишнее. Вот посмотрите, сколько грязной пенки образовалось. Теперь выключаем плиту и все это сливаем. Ребра хорошенько промываем под холодной водой. Кастрюлю тоже внутри помойте, так как на стенках может остаться грязь. Теперь снова ставим кастрюлю на плиту, кладем внутрь чистые говяжьи ребрышки, кладем к ним половинку репчатого лука и дайкон, чеснок, лист дашимы. Часто данную водоросль можно встретить под японским названием комбу. Кладем зеленый лук и заливаем все 3 литрами воды. Включаем плиту. Как только вода закипит, убавляем огонь до среднего, накрываем крышкой и варим так 2 часа. Друзья, и тут очень важный момент. По-хорошему данный суп надо варить часов 5. Тогда бульон получится более наваристый, а цвет его приобретет ярко выраженный молочный оттенок. Но если вдруг у вас нет скороварки, ну либо банально нет времени на такую готовку, то и 1,5-2 часа будет достаточно. Пока суп варится, нам нужно замочить крахмальную лапшу. Ее нужно поместить в емкость и залить теплой водой. Итак, 2 часа прошло. Теперь нам нужно все лишнее из бульона убрать. Оставить только ребра. Лист дашимы и дайкон мы не выкидываем, а репчатый лук, чеснок и зеленый лук отправляются в мусорку. Свое дело они сделали. Дашиму нарежьте на небольшие и тоненькие полоски, а дайкон нарежьте поперек на небольшие кусочки. Оба этих ингредиента мы будем добавлять в качестве топпингов. Итак, теперь нам нужно суп подготовить к подаче на стол. Берем глубокую тарелку. Я взял корейский глиняный горшок тукпеги.
Кладем сначала немного крахмальной лапши. Далее сверху несколько кусочков дайкона. Теперь кладем ребрышки. Обычно их кладут 2-3 штуки на порцию. И заливаем все горячим бульоном. Теперь кладем сверху небольшое количество водорослей. Можете, кстати, по желанию добавить чайную ложку рыбного соуса, либо столовую ложку соевого соуса. Добавить кусочки мелко порезанного яичного омлета и украсить зеленым луком. Подавайте на стол в горячем виде вместе с рисом, соевым соусом, кимчи и другими корейскими закусками. Приятного аппетита! Друзья, данный суп по своей сути несложный и напоминает просто говяжий бульон, но все же с характерными для корейской кухни отличиями, поэтому обязательно попробуйте его. Кстати говоря, можете соевый соус смешать с небольшим количеством горчицы и уже потом в получившийся соус макать мясо от ребрышек. Будет очень вкусно. В общем, надеюсь, видео вам понравилось, не забудьте поставить ему лайк, именно ваши лайки и комментарии дают мне мотивацию снимать больше вкусных рецептов. Ну а те из вас, кто хочет поддержать меня еще сильнее, в описании есть ссылочка на мой Бусти, я буду рад любой вашей поддержке. Ну а с вами, как обычно, был Денис Ким, спасибо вам большое за просмотр, ну и всем пока.